Сегодня я поделюсь с вами моим рецептом фиолетового хлеба с крупными порами. Для этого нам понадобится 90 грамм пшеничной опары на пике активности, 420 грамм муки высшего сорта с высоким содержанием белка 13% и выше, 30 грамм цельнозерновой пшеничной муки, 9 грамм морской мелкой соли, ледяной воды 290 грамм, а также пюре из фиолетовой сладкой картошки. У меня вид стоук. Данный вид картофеля дает яркий цвет. Цвет данного картофеля обусловлен большим количеством антоцианов. Чтобы их блокировать, чистим картофель, режем на небольшие кусочки, опускаем в воду со льдом на 1 минуту. После этого переносим в кипящую воду и варим в течение 12-13 минут. Так как для рецепта необходимо небольшое количество пюре, я использую сито и протираю через него горячие кусочки картофеля. Теперь начинаем замес теста. В емкость для замеса выливаем воду, закваску и всю муку. Перемешиваем до полного увлажнения. Как только мука вся увлажнилась, выключаем миксер, закрываем сверху тесто и оставляем на аутолис при комнатной температуре на 30-40 минут. У меня прошло 30 минут аутолиза. Теперь начинаем основной замес. Разводим соль в 5 граммах воды и добавляем к тесту. Месим примерно 1 минуту, пока соль не войдет в тесто. Теперь тесто необходимо разделить на 2 части. Я это делаю на рабочей поверхности. Затем одну часть теста я возвращаю в чашку миксера, а вторую оставляю на столе. В чашку миксера также добавляю все картофельное пюре. Пюре необходимо вводить самым последним. Антоцианы, которые ответственны за цвет картофеля, они очень чувствительны к pH. Также сорт данного картофеля немножко может варьировать оттенками фиолетового, поэтому иногда тесто может получаться более светлое. Фиолетовое тесто я вымешиваю в миксере, а белое отбиванием. Все у меня занимает около 2 минут. Белое тесто я замесила, теперь я его перекладываю в емкость, смазанную маслом. Как только пюре соединилось с тестом, я достаю тесто на рабочую влажную поверхность и домешиваю отбиванием 1-2 минуты. Замешанное тесто отправляем в емкость, смазанную маслом.
На брожение мы сделаем 2 складывания и 1 ламинирование с промежутком 30 минут. У меня прошло 30 минут. Я делаю первое складывание растягиванием. Сначала я делаю растягивание для белого теста, а потом фиолетовое. Такую же процедуру я повторю еще раз через 30 минут. Тесто у меня уже бродит 1,5 часа, и я сделала 2 складывания. Теперь я буду делать ламинирование и соединять 2 теста вместе. Поверхность, на которой мы будем растягивать тесто, необходимо увлажнить. Сначала растягиваем белое тесто. Поверх белого теста необходимо наложить и растянуть фиолетовое тесто. Фиолетовое тесто, оно более нежное и липкое за счет картофельного пюре. Поэтому вначале, когда начинаете растягивать, сильно не прижимайте к белому, иначе будет тяжело растянуть по всему периметру. Оба теста скручиваем в единый рулет и отправляем на брожение при комнатной температуре на 2 часа. Температура брожения должна быть 21-24 градуса. Тесто пробродило у меня 4 часа. Я достаю тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и буду формовать. Немножко вначале дегазирую, растягиваю тесто и делаю удлиненную формовку. Сформованный хлеб сверху я закрываю пленкой и буду расстаивать в холодильнике 18-20 часов при температуре плюс 4, плюс 8. Хлеб пробродил у меня в холодильнике около 20 часов. Сейчас я присыплю хлеб мукой и сделаю несколько декоративных надрезов. Духовка у меня уже разогрета до 250 градусов вместе с чугунными кастрюлями.
Первые 15 минут выпекаем под крышкой при температуре 250 градусов. Затем опускаем температуру до 230 градусов, снимаем крышку и допекаем еще 15 минут.